Привет, девчонки, меня зовут Инна. Сегодня будет две коррекции в одном видео. Коррекции на одних руках. Это покрытие мы с вами делали вместе, видео есть на канале. Это руки Татьяны. Покрытию месяц, относилось все хорошо. На максимальных оборотах моего аппарата снимаю старое покрытие. Здесь дизайн был нанесен на камуфлирующую базу Beauty Lux. Вот как она мне не нравилась, так я и не полюбила эту базу. Поэтому хочу сделать розыгрыш. Условия розыгрыша будут простыми, и я их пропишу в инфобоксе. Это подписка на мой канал, лайк этому видео, подписка на мою группу ВКонтакте. В группу ВКонтакте я скину публикацию с этим видео, и под публикацией с этим видео нужно написать «Участвую». Также написать под видео в YouTube «Участвую», без всяких ссылок на аккаунт, потому что YouTube блокирует ссылки. Участвуют только живые аккаунты. На время проведения розыгрыша ваш аккаунт в ВК должен быть открыт. Ну и, соответственно, подписки в YouTube тоже должны быть открыты, чтобы я могла проверить, на самом ли деле вы подписаны на меня, поставили лайк или нет. И репостнуть видео в любую соцсеть, какой вы пользуетесь. Условия несложные, продублирую их еще раз, если вдруг объяснила непонятно. Придала форму свободному краю, опиливаю поверхность пилкой. Сложно спиливается эта база, опиливается даже вот, чтобы после фрезы выровнять поверхность. Это, для меня это сложно сделать. Кто-то привык к этой базе, я не могу работать этой базой. Пользовалась я в основном молочной, там примерно половина флакона. У меня все 6 оттенков, которые были представлены у продавца, а остальные почти новые. Сделана только выкраска, может каким-то из них я какую-то из них использовала один раз, какую-то нет. Товар специфический, поэтому если кому-то интересен этот продукт, участвуйте. А я нашла замену этим базам, поэтому они мне не нужны. Если есть базы лучше, которые легко спиливаются, не стружкой, а опилом, поэтому я не вижу смысла мучиться со спиливанием этой базы. Опилила апельсиновой палочкой, отодвигаю кутикулу. По возможности что-то вычищаю, если могу вычистить, апельсиновой палочкой. Взяла пламя с красной насечкой, обрабатываю сначала одну половину ногтя, а потом переключаю вращение фрезы, обрабатываю вторую половину ногтя. Этой же фрезой приподнимаю кутикулу, выворачиваю ее. Кутикула здесь тонкая и почти не нарастает. Этой же фрезой прохожусь по боковым валикам. Взяла уже пламя с синей насечкой, обрабатываю вторую половину. У меня так часто бывает, но в крафт-пакетах обычно пламя и с красной, и с синей насечкой, и разных диаметров. Также шар с красной и синей насечкой. Срезаю кутикулу шаром с синей насечкой.
Это видео не опубликовала, потому что, во-первых, у меня тут с освещением получилась какая-то проблема, случилась. И я не все части видео записала, поэтому в сентябре не публиковала, а решила здесь их совместить, показать, как относилась и что мы сделали. Наношу базу тонким слоем. База и топ масура будут. Гель-лак нанесла в 2 слоя. На безымянном ногте, где у нас дизайн, я нанесла гель Уршугар молочный с голографическими блестками. Тут у нас слайдер, и на слайдер еще блестяшки немного добавили. Перекрыли топом, и все, маникюр готов. Ничего сложного, простой дизайн. Это уже Татьяна пришла через месяц. Перед тем, как прийти ко мне, она говорит, снимала обои у родителей, поэтому блеск у топа затерся. Она говорит, прям без перчаток ногтями снимала. Кукурузой с синей насечкой керамической снимаю старое покрытие. Тут я уже работаю новым аппаратом. Ручка для меня не тяжелая. Девочки у меня много спрашивали, тяжелая ручка, устает ли рука. Я не работаю на потоке, у меня один клиент в день только. Поэтому ручка тяжелая, да, увесистая, но рука у меня не устала. Ну и думаю, со временем я вообще привыкну и не буду ее ощущать, тяжесть эту. Аппарат мне нравится. Мне, конечно, страшновато работать пока еще им. Он мощный по сравнению с моим стареньким аппаратом. Убираю длину настолько, насколько Татьяна попросила убрать. Форму она обычно делает овал. Эта форма ей удобная, и длинные ногти она неудобно ей с длинными ногтями на работе. Поэтому чаще всего мы с ней оставляем небольшую длину. Опиливаю свободный край, придаю форму ногтям. Этой же пилкой опиливаю поверхность ногтя, сглаживаю неровности и переход. Здесь вот уже гель, он спиливается намного легче, но тут были остатки базы на кончике, получается. И вот где она мне попадалась на кончике, конечно, тоже у меня возникли сложности с опилом ногтей. Так что все, я точно решила, что я больше не буду использовать эти базы. Проверила еще раз на девчонках, вот они все пришли уже, я уже всем сняла и убедилась, что я не хочу работать таким продуктом. Убираю махрушки из-под ногтей и пилкой, и апельсиновой палочкой, и бафиком. И это вот опять же на торце тоже здесь база махрушки от этой базы. Апельсиновая палочка отодвигаю кутикулу.
Пламенем с красной насечкой прочищаю птериги. Все так же. Сначала одну половину, потом переключаю вращение, обрабатываю вторую половину. Ей же прохожусь по боковым валикам. Ей же выворачиваю кутикулу. Вырезала тот момент, где делала срез шаром, потому что показала уже в предыдущем, в первой части, повторяться не стала. Ногти мы обезжирили, нанесли праймер бескислотный, дали ему высохнуть, нанесла базу тонким слоем каучуковую Миис премиум. Потом набираю каплю побольше, ставлю ее около кутикулы, подталкиваю к кутикуле, стягиваю вниз, помогаю разровняться тонкой кистью. Кое-где, где нужно, довожу до кутикулы и боковых валиков. Если взяла недостаточный объем капли, то тонкой кистью добавляю еще каплю. Просушили базу. Наносим 2 оттенка герлаков Beauty Luxe. У нас будут из нюдовой коллекции с шиммером золотым. Наносить герлак буду в один средний слой, сразу прокрашиваю кутикулы и боковых валиков. Так же как базу нанесла сначала промазывающий слой, подвела к кутикуле и боковым валикам. Набираю каплю побольше, подталкиваю к кутикуле, стягиваю. Если нужно, еще разравниваю тонкой кистью, подвожу к боковым валикам и отправляю в лампу на минуту. Герлак хорошо просох. Мы проверили и сократили время на нанесение второго слоя. Еще раз покажу на одном ногте этот же оттенок. Отодвинула апельсиновой палочкой кутикулу, наношу промазывающий слой. Стараюсь не задевать боковые валики и кутикулу. Не толкаю близко кистью из флакона, а уже тонкой кистью подправляю, подвожу ближе и делаю кантик ровным. Набрала каплю побольше, подтолкнула к кутикуле и стягиваю к кончику. Запечатываю торец. Если где-то попало на боковые валики, сразу убираю апельсиновой палочкой. А здесь у нас другой оттенок герлака, немного темнее. Оттенки Татьяна выбирала сама. Дизайн предложила я, она поддержала мою идею. До этого у нее было покрытие с коричневым гель-лаком. Она говорит, надоел темный, хочется светлого. Чего-то на ногтях. Эти гель-лаки мне понравились как на типсах в нанесении, так и на ногтях тоже. Легко самовыравниваются. И шиммер распределяется равномерно, не полосит. Бывает такое, что гель-лаки с шиммером, шиммер невозможно разровнять, он ложится полосами, а здесь нет, здесь равномерно распределяется шиммер. Я уже делала маникюр с этими гель-лаками на руках моей дочери Ангелины, видео тоже есть на канале. И вот Татьяна, и пока больше никому не делала. Здесь пузырь. Пузырь я прокалываю кончиком кисти. Если не получается, то могу взять апельсиновую палочку и проколоть апельсиновой палочкой. Но обычно кончиком кисти получается проколоть. Просушили. Перекрываю ногти, где у нас не будет дизайна, топом без липкого слоя Миис Diamond.
Просушиваем и сделаем дизайн. Дизайн ничего сложного. Стемпинг, конечно же. Я любитель стемпинга. У меня часто дизайны со стемпингом. Здесь кленовый лист. Сначала вроде бы мы хотели его сделать реверсивным, раскрасить, но потом передумали. Сделали просто, оставили черным. Дали лаку для стемпинга хорошо просохнуть. Перекрываю жидкой базой, отправляю в лампу на просушку. А потом уже топом без липкого слоя. Также запечатываю торец. Все, маникюр готов. Жду вашего мнения в комментариях. Всем спасибо за просмотр и пока.